От пациента подтверждение гипотезы о разрыве большой грудной мышцы. У меня было обычное падение на мокром скользком полу назад. Для спасения себя я выставил правую руку. Она была отведена в сторону и согнута. На нее пришелся весь мой вес. Сразу боль в области плеча и груди. Но щелчка не было. Так как у меня уже был разрыв левой грудной мышцы, я почти сразу понял, что это снова разрыв грудной мышцы, но справа. Прикладываю фото 36 часов после травмы. МРТ также примерно через 30 часов после травмы. Расшифровки МРТ от специалиста нет. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 42 лет. Дата исследования 7 января 2023 года. Область исследования: правый плечевой сустав. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Суставные поверхности ровные, с признаками минимального субхондрального склероза. В полости сустава определяется незначительное количество свободной жидкости, скопление жидкости вдоль длинной головки бицепса. Гиалиновый хрящ суставных поверхностей прослеживается, не изменен. Периартикулярные ткани несколько отечные. Обращает на себя внимание дегенеративные изменения суставной губы лопатки в верхней трети. Сухожилие надостной мышцы несколько отечно. Определяется компрессия сухожилия надостной мышцы ключично-акромиальным сочленением. Субакромиальное пространство 6 мм. Сухожилия надостной, подлопаточной и малой круглой мышцы интактны. МР. Признаки субхондрального склероза, суставных поверхностей акромиально-ключичного сочленения. Заключение: МР. Картина дегенеративных изменений суставной губы лопатки по типу SLAP-1, субакромиального импиджмент синдрома правого плечевого сустава. Рекомендована консультация травматолога. 9 января 2023 года. Доцент кафедры К.М.Н. Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: для оценки целостности большой грудной мышцы нужно исследовать ее, а не плечевой сустав. В исследовании плечевого сустава видна только малая часть большой грудной мышцы, то что в зоне сканирования цело. Есть признаки компрессии вращательной манжеты, так называемый импиджмент-синдром. Это может давать боли в плече, ограничение подвижности. Суставная губа лопатки дегенеративно изменена, есть SLAP-1, но это не разрыв губы, целостность ее сохранена. Есть скопление жидкости вдоль сухожилий длинной головки бицепса, это также может быть исходом травмы и давать боли в плече. Вам нужно к травматологу обратиться. Вопрос пациента можете попросить, пожалуйста, уточнить у специалиста. Он пишет: в исследовании плечевого сустава видна только малая часть большой грудной мышцы, то что в зоне сканирования цело. Есть ли смысл нам сделать доп. Исследование, чтобы захватить нижнюю часть грудной мышцы, грудную долю? Ответ: К.М.Н. Котова М.А. Для этого лучше УЗИ подойдет.